Добрый день, друзья! Когда я делаю пересадки своих фаленопсисов, а сажаю я их только в керамзит, под видео всегда очень много вопросов. Какой керамзит? Почему керамзит? Как я готовлю керамзит? И вообще, как я пришла к тому, что я сажаю фаленопсисы только в керамзит? Мой опыт выращивания орхидей более 18 лет. И за эти 18 лет я перепробовала, наверное, все грунты, которые только можно было за эти 18 лет приобрести в наших магазинах и вообще придумать, во что посадить фаленопсисы. Это были смешанные грунты, которые, знаете, продаются в пакетах, там все, и уголь, и кора, и мох. Сажала. Перестала. Я даже пробовала вообще без грунта выращивать орхидеи. Но каждый эксперимент длился примерно 3-4 года. Да, можно выращивать без грунта, просто в воде, но это очень трудозатратно. Я покупала самую лучшую кору, и на тот момент это была орхиата. Купила, наверное, мешок этой коры, но на тот момент орхидей было поменьше, поэтому пересадила с какими-то промежутками времени. Прекрасная кора, ничего не могу сказать плохого об этой коре, великолепная. Сначала она очень сухая, со временем она становится влагоемкая, но то количество подур, которые потом разводятся в этой коре, привели меня в шок. Просто в шок. Тоже были двойные горшки. Наливаешь воду примерно так же. И если чуть-чуть пробрызгал грунт, подур было. Их видно было невооруженным глазом. Они прыгали. Я когда первый раз увидела это, я была в таком ступоре. Не то что в шоке, я была в ступоре. Я не знала, что с ними дальше делать. Да, опустилась вода, и они опять все ушли в грунт. Я начала искать информацию, что это такое. Я поняла, что это не самое страшное зло, которое может быть, но почему-то на меня это произвело ужасное впечатление. И я начала искать другой грунт, в котором будут расти хорошо фаленопсисы, но не будет такого количества подур. И это оказался керамзит. Как готовят керамзит? Из чего готовят? Я уже больше года назад рассказывала на канале. Есть это видео. Ссылочку я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Кому интересно, как готовят керамзит, из чего он, откуда он берется, можете пройти посмотреть. Я использую вот такой мелкий керамзит. Если в двух словах, это вспененная и хорошо обожженная глина. Причем здесь самое главное слово – качественно обожженная. До почти стеклянного шарика. Сейчас я разберу этот пакет, разрежу и покажу вам, как выглядит этот керамзит. Пока не было такого, пока я не нашла у нас в продаже такой керамзит, а продается он у нас только в Ашанах, я использовала и строительный керамзит. Да, он намного крупнее. Мне приходилось его готовить, очень хорошо промывать. Если керамзит не обожжен до вот такого шарика, могут оставаться силикаты. И поэтому приходилось керамзит строительный вываривать. Но когда появился такой керамзит, все мои проблемы с грунтом закончились. Когда я выращивала в коре вот за эти 18 лет, с поливом было сложновато, но я приспособилась, как поливать в моих условиях орхидеи в коре. Вот в любом грунте полив всегда одинаковый. Я недавно рассказывала о поливе. Есть видео, опять ссылочку оставлю на него в правом верхнем углу экрана и под видео. Просто нужно приспособиться. Ничего невозможного нет. Нужно понять, как растут корни фаленопсиса для того, чтобы приспособиться поливать в любом грунте. Я считаю, что... это мое личное мнение. Знаете, у нас сейчас все блогеры любят говорить «моё личное мнение».
Вот мое личное мнение, что кора, конечно, хороша, но у меня не то, что с ней не получается, нет, все получается, но она разлагается. И как бы мы с вами не хотели, это органический грунт. Ну, помимо того, что в нем живут подуры, когда разлагается кора, это шоколадка для подур. Они любят очень вот эту разлагающуюся органику. И вот это мое личное мнение, когда кора начинает разлагаться, она не способствует удобрению, потому что изначально эта кора очень хорошо обработана для того, чтобы можно было использовать для наших фаленопсисов. Я как-то привезла кору из горных районов, из нашего Архиза. Прямо мы с мужем так старательно набрали мешок этой коры, но нам повезло в тот момент, когда мы были, прошел очень сильный снегопад, и много деревьев повалилось. И кора просто лежала, и мы ее набрали. Там было холодно. В Архизе было минус 10-15 градусов. Мы набрали эту кору, принесли домой с таким удовольствием. Думаю, сейчас я как займусь этой корой. Пока я ее выварю, пока там блоки вот такие были даже красивые. Хотела на блоки посадить орхидеи. Пока ее выварю, пока ее все обработаю. И у меня этот мешок с корой простоял примерно 3 дня. И вот тут-то все и началось. Из коры полезли всякие букашки, таракашки. И когда я увидела жука, даже не я его увидела, мои кошки его увидели и мне показали, коты и кошки. Когда ползет вот такой жук из этой коры, я понимаю, что кора, в которую мы сажаем орхидеи, она должна быть обязательно обработана. Не только же жук, а личинки. Природа. Там все это взаимосвязано. Недаром у нас даже к тополям прилетают дятлы и стучат по этой коре, добывая какие-то личинки или уже проснувшиеся личинки. Вот сейчас уже прилетели, у нас почти весна началась. Личинка начинает двигаться, и дятел прилетает питаться этими личинками. И я поняла, сколько много этого в коре. И для того, чтобы это все убить в коре, надо ее обязательно проварить. А уж проварить 8 часов, просушить, еще раз проварить. И в коре есть смола. Вот если вы возьмете любую обработанную кору, вот они сухие. Какая здесь смола? Здесь нет никакой смолы в этой коре. А любая смола будет закупоривать корни. Поэтому вся кора, которая у нас продается, практически вся кора, редко когда продают необработанную кору, она вся или выварена, или в автоклавах обработана. Поэтому здесь смолы и никаких жучков быть не может. А через 3-4, максимум 5 лет, все равно кора разлагается. Вот керамзит – это большое отличие. Я считаю, что плюс – керамзит не разлагается. Его можно использовать еще и еще раз. Промыть, может быть, 5 минут прокипятить. Но я чаще всего промываю в очень сильно горячей воды. Вот открываю кран на полную. В горячую сторону у меня так открывается. И только вот в этом кипятке руку туда я не могу опустить в этот момент. Очень у нас горячая вода, особенно зимой. Сейчас покажу, как я его мою. Еще специально как готовлю. Но если вдруг у вас растение заболело в керамзите, то, конечно, нужно прокипятить обязательно. Мало ли, какие споры, каких бактерий могут попасть даже на тот же самый керамзит. О том, что керамзит впитывает в себя влагу, нет. Сейчас покажу вам на примере, ничего он не впитывает. На керамзите, если вы поливаете, например, с удобрением, да, на поверхности могут остаться какие-то удобрения, которые растения не смогли или впитать, или переработать. Но в коре это будет абсолютно то же самое. А кора-то впитывает в себя. И обязательно там то же самое накопится. Она из-за чего начинает разлагаться?
Из всех вот этих вот составляющих что-то накопилось, много очень воды в ней было. Ну а как вы польете по-другому, если кора намокает? Это керамзит не намокает, а кора там мокрая. Вот идут процессы разложения. В керамзите большой плюс. Не идет процессов разложения. Иногда в силу каких-то обстоятельств, я не люблю полив мокрые пяточки, но в силу каких-то, еще раз повторяю, обстоятельств, мне приходится иногда, когда уезжаю, когда действительно очень занят, там, с декабря по февраль накопилось такое количество домашних дел, что вот эти полки, которые позади меня, у меня нет возможности снимать, поливать, выставлять. Я всего один раз за эти почти 3 месяца снимала орхидеи, протирала их, ставила на место. Да и они цветущие, это очень неудобно делать. И в этой комнате вот этот угол очень жаркий. Поэтому просто в силу обстоятельств сейчас приходится наливать мокрые пяточки и спокойно оставлять орхидеи. Как раз когда они цветут, их не надо поливать с удобрениями. Поэтому я налила чуть выше внутреннего горшка, и пока эта вся вода не закончится. Правда, потом придется промывать все горшки, потому что в горшках зелень обязательно будет. И в керамзите это очень удобно делать, в коре это делать невозможно. Вот эти все стечения обстоятельств привели меня к тому, что я в своих посадках фаленопсисов использую только керамзит. А вот здесь у меня стоит 2 дендрофаленопсиса. И мы с вами вот этот пересаживали. Я показывала пересадку и отделение вот этих 2 деток. И здесь я использую смешанный грунт. Здесь у меня керамзит, пеностекло, циафлора и кора. Вот для этих орхидей этот грунт подходит идеально. Вот, кстати, один из них сейчас цветет. Так что же я делаю с керамзитом перед посадкой? Как я промываю на кухне в мойке, я показывать не буду. Я покажу вам немножко по-другому, но будем считать, что это большая мойка, потому что я чаще всего промываю сразу 2 таких пакета. И на данный момент я горячую воду, кипяток, использовать не буду, потому что я в нее сейчас не опущу руки. Но вода у меня все равно теплая, я потом его еще раз перемою. Наливаю в емкость, то есть в мойку. Очень горячую воду. В керамзите обязательно, вот здесь видно, обязательно есть пыль. Вот здесь видно, что пыли много. Поэтому просто взять пакет и начать сажать туда орхидеи нельзя. Нужно промыть. Вот я небольшое количество керамзита высыпала. Вот даже видно сразу мусор и какая-то пыль оседает. Ну, не может быть никакой керамзит идеально чистым. Сначала я просто его так перебалтываю в воде. Вот видите, даже в таком, казалось бы, мелком керамзите попадается керамзит другой фракции. Довольно-таки крупный. Но я его тоже всегда использую. Видите, какая грязь внизу. Намочила весь керамзит. Сейчас приготовлю сразу полотенце. И потом 2 руками вот так в воде тщательно перетираю керамзит. Чтобы отмыть эту всю пыль. Обязательно есть, вот на руках остается и мелкие частицы керамзита. Вот эти мелкие частицы, конечно, я убираю.
Вот так промыла. Я это делаю значительно дольше, чем показывала вам сейчас. Какая-то фракция недообработанная, недообожженная, может быть, попали камешки. То, что тяжелое, осаживается вниз. И через примерно минут 15-20 в раковине это удобно. Открыл заглушку, вся вода стекла, промыла раковину, убрала вот эту грязь и еще раз набираю воду и еще раз перемываю. И так делаю, ну, минимум 3 раза. Для того, чтобы у меня весь керамзит, вот эта вся мелкая, вся пыль ушла, все эти недообработанные частицы смылись. После этого наливаю чистую воду. Ну, сейчас, конечно, это все не так. Набираю керамзит вот такое маленькое ситечко и еще раз под краном. Вода стекает, и я перекладываю в ту емкость, в которой у меня хранится керамзит. Вот так я готовлю керамзит для посадки. Не призываю, никогда не говорю, что надо использовать только керамзит для посадки. Во-первых, не у всех это получится. Во-вторых, если вам хочется попробовать посадить орхидею в керамзит, и это только может быть фаленопсис, попробуйте, но попробуйте одну. Потому что вот мы в нашей голове даже не можем иногда, вот особенно это для новичков, не можем понять, почему нам нужно очень долго просушивать орхидею. Почему должны просыхать корни? Нам же хочется ее поливать, поливать и поливать. А тут вдруг мы все время говорим о том, что должны качественно просохнуть корни, должны стать серебристыми. Почему так? Ведь растение должно быть всегда напоено водой. И вот когда мы переходим от коры к керамзиту, вот здесь у нас возникают те же самые сложности. Да керамзит же уже высох. Высох. Почему я не могу полить в керамзите? Почему у меня гниют корни в керамзите? Да потому что керамзит-то высох. Но в керамзите мы не преследуем цели намочить и наполнить керамзит водой. Это невозможно сделать. Он легкий, плавающий, опять же, обожженный и не набирающий в себя воду. Поэтому, когда у нас орхидея растет в керамзите, мы не керамзит наполняем водой, мы напаиваем корни. И когда я вам рассказывала о поливе в керамзите и во всех остальных грунтах, которые я там использовала когда-то, я поставила перед собой орхидею, налила ее, показала, что я от грунта ниже на 2 пальца наливаю воды. И вот это именно процесс напоить корни. По-другому его назвать нельзя. У меня такой горшок может простоять примерно до часа. Вот когда корни все напились воды. А потом, но я не показала в том видео, сколько было много вопросов. Вы что, оставляете так в горшке воду? Конечно, нет. Конечно, нет. Я всегда сливаю эту воду всю полностью. Но даже когда вот эти поливаю, я после только полива могу налить эти мокрые пяточки. Если мне это нужно. Но это я делаю вот только на этом единственном стеллаже. Потому что в других комнатах мне очень легко снять орхидеи, напоить водой, слить эту воду. Там другой микроклимат. Даже в разных комнатах может быть разный микроклимат. Поэтому сливаю полностью воду и, как всегда, обращаю внимание только на корни. Никогда нет какого-то графика, который может быть составлен. Только корни и больше ничего. Но я выставляю свои орхидеи так, чтобы мне было удобно поливать приблизительно в одно и то же время. А это приблизительно одно и то же время может быть только по размеру горшка подобрано. Или это маленькие горшочки, в которых действительно очень быстро и корни просыхают. Ну, керамзит, естественно, просыхает быстро. Или горшки побольше. В них может и 2 недели просыхать орхидеи. Именно корни. Но так как у меня везде искусственное освещение,
Ну, нет у меня на подоконниках орхидей. 6 штук всего стоит на одном подоконнике. Везде искусственное освещение. У меня очень активно фаленопсисы листьями испаряют влагу из корней. Но в разных размерах горшка это может происходить по-разному. Поэтому у меня на одной полке, например, стоят одни мини-орхидеи в горшочках 0,6, а на другой полке могут стоять орхидеи в горшках 1,6. И, естественно, я их поливаю по-разному. То есть одни через неделю, одни через 10-12 дней. Но смотрю только на корни и больше никуда. Никаких графиков полива я не выстраиваю. Так что если вам захочется поэкспериментировать со своими орхидеями, посадите одну и только одну. И понаблюдайте, будет ли вам удобно ухаживать при посадке в керамзит. Поймете ли вы, как ваша орхидея будет расти в керамзите, как она будет впитывать влагу корнями, как это все вообще происходит. Вот как ваша орхидея будет взаимодействовать с керамзитом. У меня прекрасно. Но у кого-то может не получиться. И часто пишут: пересадила, вот вы такая-сякая, рассказываете, что в керамзите корни не гниют, а у меня все сгнило. Ищите, не вините никого, ищите всегда, что же у вас пошло не так. А сколько пишут людей, у которых в коре не получается выращивать. Поэтому полив зависит только от вас, какой бы ни был грунт. Пусть это будет кора, пусть это будет керамзит, пусть это будет мох. Самое главное – это полив. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.